Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 310 интересных фактов о бизнесе и секретах крупных компаний, которые вы не знали. Из этого видео вы узнаете следующее. Какие кроссовки компании Nike запрещено использовать на Олимпийских играх и почему? Зачем ВМС США с 2017 года стали покупать контроллеры от приставки Xbox? Почему популярный венесуэльский напиток Ангастура имеет большеватую этикетку, не подходящую бутылке по размеру? Что было бы, если бы с момента рождения Христа и по сей день вы получали бы по $180 тысяч в сутки? Как Гвинет Пэлтроу придумала название для своей компании, которую спустя 10 лет оценили в $250 миллионов? Как Мел Гибсон сделал 1000% прибыли с помощью фильма «Страсти Христовы»? Как гарантированно заставить провайдера устранить проблемы с интернетом? Почему в Швейцарии против программы PowerPoint существует политическая партия? Как предприимчивые нидерландские бизнесмены заработали более 20 миллионов евро всего за одну ночь? Какие товары стали самыми продаваемыми за всю историю человечества? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этой интересной подборке фактов о бизнесе и секретах крупных компаний мы постарались собрать самые неожиданные, интересные и неизвестные многим факты. Уверены, каждый из вас найдет что-то новое и полезное для себя после просмотра нашего видео. 1. Пасьянс-косынка был добавлен в Windows для того, чтобы научить людей перетаскивать объекты мышкой. Перемещать карты можно и при помощи клавиатуры, но это очень неудобно. 2. Музыка для заставки Microsoft Windows 95 была написана Брайаном Ино на компьютере Apple Macintosh. 3. Первым продуктом Nintendo, в котором использовались электронные компоненты, был тестер любви, якобы измеряющий, насколько два человека любят друг друга. 4. В Швеции, родине всемирно известной мебельной компании IKEA, законом запрещено называть детей именем IKEA. 5. В Японии популярны салоны, в которых клиентам чистят уши. Большинство посетителей таких салонов – мужчины. Во время проведения процедуры клиенты так расслабляются, что засыпают. 6. Когда Чон Джангук, певец из южнокорейского бойс-бенда BTS, упомянул, что пользуется кондиционером для белья фирмы Downy, весь доступный на рынке Южной Кореи, кондиционер Downy раскупили всего за 2 месяца, а акции компании взлетели на 11%. 7. Желтая крышечка на бутылке Coca-Cola означает, что напиток кошерный, кукурузный сироп в нем заменен на обычный сахар. 8. Samsung, одна из ведущих технологических компаний мира, начинала свою деятельность в качестве продавца сушеной рыбы, местных продуктов питания и лапши. 9. Курица KFC – традиционное рождественское блюдо в Японии. 10. В Макдональдс сделали несколько попыток добавить в детское меню полезные для здоровья блюда. Например, в 2011 году компания приняла решение заменить картошку фри на яблоки в Happy Meal. А до этого ресторан разработал и запустил в продажу брокколи со вкусом жвачки, надеясь, что это заставит детей есть больше полезной капусты. 11. Мультфильм «Король Лев»
изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не джунглях. 12. 285 тысяч мировых корпораций, включая Google, American Airlines, Apple, General Motors, Coca-Cola, Walmart, Verizon и другие, зарегистрированы в одноэтажном здании Corporation Trust Center в штате Делавер по адресу 1209 North Orange Street. Этот штат считается самым благоприятным местом для ведения бизнеса в США с точки зрения налогообложения. За последние 10 лет из-за лазейки в Делавере правительство США недополучило $9,5 миллиардов потенциальных налогов. 13. В 2012 году футболист Роналдиньо лишился контракта с Coca-Cola на $750 тысяч из-за того, что сделал глоток из банки Pepsi, стоявшей перед ним во время пресс-конференции. 14. Ресторан Burger King из города Мэтун с 1959 года владеет правами на товарный знак Burger King на территории штата Иллинойс. Знаменитой сети Burger King запрещено работать в радиусе 30 километров от оригинального ресторана. 15. Основатель Sony нанял специалиста по критике продуктов компании, в его задачу входило выискивать недостатки и сообщать о них. Спустя 20 лет этот человек стал президентом Sony. 16. В 1967 году американский бизнесмен Роберт Макколох купил у города Лондон мост, построенный в 1830-х годах за $2,46 миллиона. Мост был разобран и по частям доставлен в Аризону, США, где к 1971 году был собран вновь и стоит там по сей день. 17. Статистически, устроиться на работу в магазин Apple на Бродвее сложнее, чем поступить в Гарвард. 18. В 1974 году Северная Корея импортировала из Швеции 1000 седанов Volvo, а также заводское оборудование общей стоимостью $70 миллионов, но так и не заплатила за них. 19. Стив Джобс страдал компонофобией, боязнью пуговиц и кнопок на одежде. Существует мнение, что именно поэтому он стремился к тому, чтобы его компания Apple создавала устройства, лишенные кнопок. Устройства, снабженные сенсорными экранами и электронными клавиатурами. 20. Имя мистера Пропера меняется в зависимости от страны. В США он мистер Клин, в Германии мейстер Пропер, а в Испании Дон Лимпия. 21. В начале 1900-х годов в американском универмаге Marshall Field была должность козла отпущения, так называемый фиртмен, в переводе уволенный человек, работник, которого демонстративно увольняли, чтобы успокоить разгневанных клиентов. 22. Ежегодно мерч компании Ferrari футболки, кепки, солнцезащитные очки и тому подобное приносит прибыль в размере $2,5 миллиарда, что лишь немногим меньше выручки от продаж собственно автомобилей. 23. За мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» 1937 год Уолт Дисней получил почетный Оскар, статуэтку нормального размера и 7 мини-статуэток. 24. Японская компания предоставила своим некурящим сотрудникам 6 дополнительных дней отпуска, чтобы компенсировать перекуры курильщиков. 25. Компания Rolex принадлежит некоммерческой организации, которая тратит большую часть доходов на благотворительность, а остальные средства реинвестирует обратно в компанию. 26. Игровые карты для Nintendo Switch покрыты бензоатом-динатония, самым горьким известным веществом, чтобы дети не тянули карточки в рот. 27. В 2016 году японская компания-производитель мороженого Акаджи Ниугвия выпустила рекламный ролик, в котором ее президент и другие сотрудники просят прощения за то, что цену батончика мороженого пришлось повысить с 60 до 70 йен, примерно на 6 рублей, впервые за 25 лет.
28. Компания Nike создала пару кроссовок, повышающих эффективность бега на 4%, а скорость на 3,4%. Они называются Alphaflis. В 2020 году эти кроссовки запретили использовать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх, признав их технологическим допингом. 29. Телесериал «Друзья», даже перестав выходить, ежегодно зарабатывает по $1 миллиард. Это доход от приобретения прав на показ сериала телеканалами по всему миру. Каждый из актеров, игравших главные роли, получает 2% роялти. Это примерно по $20 миллионов в год. 30. Каталог IKEA выходит ежегодным тиражом около 200 миллионов экземпляров, что делает его самым крупным периодическим изданием за всю историю. 31. Вы сейчас видите первое собрание клуба Микки Мауса в Оушен-парке, Калифорния. 1930 год. 32. IKEA принадлежит благотворительному фонду, созданному, по мнению экспертов, специально для того, чтобы самая крупная в мире мебельная компания могла уклоняться от налогов. 33. В Швеции уже более 50 лет существует традиция в Рождество смотреть мультфильм «Дональд Дак и его друзья желают вам счастливого Рождества». 34. Корейское название Samsung означает 3 звезды. 3 символизирует что-то многочисленное и могущественное, в то время как звезды означают вечность. 35. Функция автозамены в Excel, преобразующая определенные комбинации цифр в даты, исказила треть опубликованных научных статей, в которых упоминаются названия различных генов, выяснилось в 2021 году. В результате пришлось изменить минимум 27 генных обозначений, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки, поскольку программисты Microsoft, разработчики Excel, так и не исправили работу автозамены. 36. Microsoft потребовалось 1,5 года на создание звука запуска Windows Vista, длящегося 4 секунды. 37. В середине 1980-х годов Coca-Cola выпустила рекламный постер со скрытым изображением непристойной сцены, и ее можно было разглядеть в одном из нарисованных кубиков льда. 38. Генеральный директор Apple Гил Амелия, которого в 1997 году сменил Стив Джобс, как-то сказал в интервью: «Apple похожа на корабль. Корабль полон сокровищ, но в борту дыра. И моя работа заставлять всех грести в одном направлении». Джобс вспоминал эту фразу и глумился над ней долгие годы после отставки Амелия. 39. Стив Джобс хотел назвать свою компанию Apple отчасти для того, чтобы ее название в телефонном справочнике стояло выше, чем компания Atari, в которой он работал до этого. 40. В Японии принято усыновлять мужчин, этот обычай называется мукайоси. Во главе японской семьи или бизнеса должны стоять взрослые сыновья, поэтому если в семье рождаются одни девочки, родители могут привлечь мужчин со стороны. Например, бывший глава компании Suzuki Осаму Судзуки, 4-й усыновленный наследник этой корпорации. 41. Жена Гэри Кремена, основателя сервиса знакомств Match.com, ушла от него, познакомившись с другим мужчиной на Match.com. 42. Косметическую компанию Revlon основали братья Чарльз и Джозеф Ревсоны. Третьим партнером стал химик Чарльз Лачман. Вот почему в названии фирмы есть буква «Л». 43. В 1951 году студия Disney выпустила комикс, в котором Микки Маус и Гуфи открывают лекарства, подозрительно напоминающие своими свойствами одно запрещенное вещество, и торгуют им в Африке. 44. В 1985 году Стива Джобса по решению совета директоров уволили из Apple, компании, которую он же и основал. В 1996 его взяли обратно. 45. Apple создала только одну компьютерную игру «Зазеркалье»,
вдохновленную Алисой в «Стране чудес» и вышедшую в 1984 году. 46. Парикмахерские салоны обязаны утилизировать волосы клиентов путем сжигания, поскольку волосы не поддаются биоразложению, разрушению вследствие деятельности живых организмов, бактерий, грибов, водорослей и тому подобное. 47. Когда группа Aqua выпустила песню «Барби Girl», компания-производитель Барби Mattel подала в суд за нарушение ее прав на товарный знак. Суд отклонил иск, указав, что песня является пародией, что и защищает ее от подобных исков. Когда же Mattel решила оспорить это в вышестоящем суде, судья Алекс Казинский оставил вердикт предыдущего судьи без изменений и посоветовал сторонам остыть. 48. Имя голосового помощника Apple Siri – это норвежское женское имя, которое означает «красивая женщина», ведущая вас к победе. 49. Средство управления перископом в подводных лодках США обходилось ВМС США в $38 тысяч за штуку, пока в 2017 году военные не поняли, что контроллеры от приставки Xbox легко справляются с этой задачей, гораздо проще в управлении и примерно в 1000 раз дешевле. 50. Средняя наценка на попкорн в кинотеатрах составляет 1275%. 51. Внешний облик Аладдина в диснеевском мультфильме вдохновлен внешностью Тома Круза и образами моделей Calvin Klein. 52. Несмотря на то, что Стив Джобс был основателем Apple и ее генеральным директором, основную часть его состояния на момент смерти составляли доходы от доли в компании Disney, а не Apple. 53. В списке из 5586 частных компаний возрастом старше 200 лет 3146 компаний, более 50% японские. 54. Грибной менеджмент – это способ управления сотрудниками путем назначения им конкретных задач, не объясняя, зачем нужно их выполнять. Название дано по аналогии с упрощенным представлением о выращивании грибов. Их держат в темноте и кормят всякой ерундой. 55. В США есть понятие секретари-миллионеры. Это секретари, офис-менеджеры, личные помощники, уборщицы и тому подобное, работавшие в первых интернет-компаниях, которым владельцы стартапов, чтобы сэкономить средства, платили акциями. Когда случился бум, и эти IT-компании стали стоить миллиарды долларов, секретари-миллионеры получили баснословный доход со своих акций. В конце 1990-х годов десятки компаний имели таких секретарей. 56. Тельма Ховард, работавшая горничной у Уолта Диснея на протяжении 30 лет, на Рождество и в день рождения получала от мультипликаторов подарок акций его компании. После смерти Тельмы в 1994 году выяснилось, что она владела акциями Disney на сумму $9 миллионов, они достались в наследство ее детям. 57. Название компании Lego – это сокращенная фраза «Лэг год играй хорошо по-датски». Это название дал ей ее основатель, датчанин Оли Кирк Кристиансен, когда в 1934 году решил поменять деятельность своей столярной мастерской с производства мебели на создание деревянных игрушек. 58. Название автомобильного бренда Mazda – это отсылка к зороастризму. В этой религии верховное божество зовут Ахура Мазда – это безначальный творец, создатель всех вещей и устроитель мира. 59. Дом из фильма «Техасская резня бензопилой» в 1990-х годах разделили на несколько частей, перевезли почти на 100 километров, снова собрали и открыли в нем ресторан. Это заведение существует до сих пор под названием Grand Central Cafe и пользуется популярностью. 60. На сайте Twix написано, что братья Эрл и Симус, изобретатели Твикса, не смогли договориться о том, каким способом покрывать печенье шоколадом, поссорились, подрались и в итоге построили две отдельных фабрики для правого и для левого батончика Twix.
Это, разумеется, шуточная история, но она размещена на официальном сайте. 61. Женщины практически не потребляли табак до рекламной кампании сигарет Lucky Strike на пасхальном параде в Нью-Йорке в 1929 году. Во время шествия модели «Факелы свободы» демонстративно потребляли табак в знак женской эмансипации, после этого женское курение стало популярным и повсеместным. 62. В 1927 году американский промышленник Генри Форд построил собственный город в Бразилии под названием Фордландия. В нем было запрещено употреблять алкоголь, табак и фастфуд. Жителям следовало строго соблюдать рабочий график и неустанно приобщаться к американской культуре. В 1930 году население Фордландии, состоящее в основном из рабочих бразильцев, взбунтовалось из-за пропаганды и эпидемии малярии, Форд разочаровался, и город забросили. 63. В разгаре Второй мировой войны компания Ford Motor производила по тяжелому бомбардировщику Би-24 каждые 63 минуты. 64. Вино Мариани, вино с добавлением листьев одного запрещенного вещества, содержало это вещество и рекламировалось как напиток, придающий энергию и восстанавливающий здоровье. Именно оно вдохновило Джона Пембертона на создание Кока-Колы, ее изначальный рецепт был почти аналогичным вину Мариани. 65. Круглые столики в кофейнях Starbucks психологически комфортнее для одиноких посетителей, потому что не имеют пустых мест. 66. Псевдонаучный термин галитоз, обозначающий неприятный запах изо рта, придумали для продвижения ополаскивателя для рта листерин, рассказал экономист Стивен Левит в книге «Фрикономика». Неприятный запах изо рта сам по себе не является расстройством или патологией. 67. Компания Yahoo в 2013 году купила сервис для ведения блогов Tumblr за $1,1 миллиарда, а в 2019 году продала его всего за $3 миллиона. 68. Популярный венесуэльский напиток ангастура имеет большеватую этикетку, не подходящую бутылке по размеру. Согласно легенде, так случилось потому, что двое братьев, в конце 1800-х годов унаследовавших бизнес по производству ангастуры у своего отца, решили поменять дизайн упаковки, но забыли обговорить подробности. В результате один заказал слишком маленькие бутылочки, а другой слишком большие этикетки. Было решено оставить все как есть, и со временем большеватая этикетка ангастуры стала ее фирменным знаком. 69. Автомобиль Гелендваген Mercedes-Benz G-класса был разработан в 1970-х годах по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Он владел акциями Mercedes-Benz на $1 миллиард и захотел иметь фирменные внедорожники для своей армии. 70. Компания Nissan часто использует номер 23 на своих гоночных автомобилях, потому что в японском языке 2 это Ни, а 3 Сан. 71. Орангутаны могут оказаться на краю вымирания, если компании, производящие пальмовое масло, не перестанут уничтожать их среду обитания. Несмотря на уверения транснациональных компаний в безопасности производства, численность орангутанов продолжает быстро сокращаться. 72. Рут Грейвс Уэйкфилд, изобретательница печенья с шоколадной крошкой, продала его рецепт компании Nestlé за $1 и пожизненный запас шоколада. В настоящее время рынок такого печенья оценивается в более чем $18 миллиардов в год. 73. Отель Нишиема Онсен Каянкэн в Японии был открыт в 705 году и непрерывно работает с тех пор. 74. Команда Pixar придумала идеи мультиков «Волы», «Приключения Флика» и «Корпорация монстров» во время одного обеда. 75. В 2014 году Илон Маск открыл все патенты Tesla Motors, что подразумевает, что желающие могут бесплатно пользоваться разработками и изобретениями компании в собственных, в том числе коммерческих целях. 76.
Фильм «Другая сторона ветра», 2018 год выпуска, рекордсмен по продолжительности производства. Работу над ним начал Орсон Уэллс в 1970 году, а закончила компания Netflix спустя 48 лет. 77. До появления интернета у компании-производителя видеоигр Nintendo были консультанты по играм, которые помогали игрокам, застрявшим в трудном месте игры, пройти дальше. Они консультировали по телефону. 78. Страховые компании отказываются обеспечить страховкой каскадеров, участвующих в постановках Джеки Чана. Поэтому им была создана Ассоциация каскадеров Джеки Чана, где он лично обучает своих каскадеров, а также оплачивает их медицинские счета из собственного кармана. 79. Компания Boeing именовала продукцию различными серийными номерами, исходя из типа устройства. Самолеты начинались на 300 и 400, двигатели на 500, ракеты и реактивные снаряды на 600, а реактивные самолеты на 700. Первый реактивный самолет марки Boeing назвали Boeing 707, просто потому что номер смотрелся красиво и хорошо запоминался. А в следующих моделях название решили закрепить, и с тех пор меняется только средняя цифра в индексе – 727, 737 и так далее. 80. В 1998 году Marvel предложила Sony права почти на всех своих персонажей всего за $25 миллионов. Sony отклонила предложение, купив только Человека-паука за $10 миллионов, полагая, что он единственный, кто будет интересен кинозрителям. 81. Выпустив OS Windows Phone 7 в 2010 году, компания Microsoft устроила пышные символические похороны iPhone и BlackBerry в знак того, что новинка несомненно убьет конкурентов. 82. Рожденный в рабстве и освобожденный после гражданской войны в США, Натан Грин известен тем, что обучал своим методам дистилляции самого Джека Дэниела, основателя и владельца винокурни Jack Daniel Distillery. Грин был нанят в качестве первого мастера-дистиллятора на винокурне и стал первым известным чернокожим мастером-дистиллятором в истории. 83. Большую часть своей прибыли Макдоналдс зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду. 84. В США существует огромный спрос на искусственно синтезированную мочу. Разумеется, моча нужна людям не для удовольствия и не для научных экспериментов, с ее помощью они проходят тест на запрещенные вещества. Синтетическая моча разрешена в некоторых штатах, но учитывая распространенность попыток мошенничества, все больше штатов пытаются наложить запрет на ее производство и реализацию. 85. Ледяная маска, разработанная Максом Фактором-младшим в 1940-х годах, чтобы лица актрис могли остыть между съемками и после долгой ночи. Продажи провалились. 86. Компания Warner Bros. Согласилась, чтобы Бакс Банни появился в фильме «Кто подставил кролика Роджера», при условии, что у Бакса Банни и Микки Мауса, который тоже должен был быть в фильме, будет одинаковое количество экранного времени и диалогов. Это единственный случай в истории, когда эти персонажи вместе появились на экране. 87. В Кока-Колу какое-то время добавляли листья коки, но в них не было действующего вещества. Единственная авторизованная правительством фармацевтическая компания Mallinckrodt Inc. извлекала запрещенное вещество из листьев для использования в медицинских целях, а листья отправляла на производство Кока-Колы. 88. Вы видите автоматы для раздачи виски на выставке производителей торговых автоматов в 1960 году. 89. Одним из первых проданных на аукционе eBay предметов была сломанная лазерная указка за $15, принадлежавшая Пьеру Амедьяру, основателю аукциона. Когда удивленный Амедьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что указка неисправна, тот ответил, что является коллекционером сломанных лазерных указок. 90. Диетическая кола содержит на 30% больше кофеина,
чем обычная. 91. В 2004 году сеть ресторанов «Макдональдс» пыталась запустить новый продукт Happy Meal для взрослых. Набор позиционировался как здоровый выбор и включал в себя салат, DVD о фитнесе и шагомер. Однако продажи были очень низкими, и через несколько недель эксперимент свернули. 92. Если бы с момента рождения Христа и по сей день вы получали бы по $180 тысяч в сутки, глава Amazon Джефф Безос все равно был бы богаче. 93. Люксовые бренды Hermes и Louis Vuitton владеют подавляющим большинством крокодиловых ферм в Австралии. Догадайтесь, зачем им столько крокодилов? 94. Изначально термос – это торговая марка. Берлинский производитель стеклянных изделий и изобретатель Рейнгольд Бургер зарегистрировал ее в 1904 году, после того, как усовершенствовал герметичный сосуд Дюара, разработанный в 1892 году. Название термос настолько прижилось, что стало обозначать любой герметичный сосуд, предназначенный для сохранения температуры продуктов питания. 95. Рональду Макдональду, клоуну-символу ресторанов «Макдоналдс», было запрещено говорить детям, откуда берутся гамбургеры. В случае, если какой-то малыш задавал такой вопрос, клоун должен был ответить: «Вырастают на грядке, рядышком с картошкой фри». 96. Чарльз Гудьир, изобретатель вулканизации резины, не имел отношения к фирме Goodyear Tire, существующей по сей день. Он провел большую часть своей жизни в бедности и судах с кредиторами, предпринимая многочисленные провальные попытки стабилизировать каучук, и открыл вулканизацию случайно. Гудьир так и не смог получить выгоды от своего открытия и умер в 1860 году в возрасте 59 лет. Компания-производитель шин и резиновых изделий Goodyear Tire была основана 40 лет спустя Фрэнком Зиберлингом и названа в честь Гудьира, в знак уважения к памяти изобретателя. 97. Аббревиатура OAKK, которую часто можно встретить на застежках-молниях, это название японской компании-производителя. В английской транслитерации оно звучит как Иошида Каджия Кабашики Кэйша, что переводится как Yoshida Company Limited. Эта компания – крупнейший производитель застежек-молний на Земле. Примерно половина всех выпускаемых молний создаются у OAKK. 98. YouTube изначально был сервисом для знакомств, куда желающие найти пару могли выкладывать свои видеопрофили. 99. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики. 100. В 2017 году 8-летний ребенок научился водить машину по роликам на YouTube, сел за руль и успешно добрался до Макдоналдса, соблюдая все правила дорожного движения. 101. Пакистан занимает второе место по производству шотландских волынок после самой Шотландии. 102. В 1904 году компания по пошиву одежды Cooper & Derver выпустила новый продукт – холостяцкую нижнюю рубашку. Рубашка по сути представляла собой современную майку и предлагалась как одежда для мужчин, не имеющих жен и не умеющих пришивать пуговицы. Рекламный слоган гласил: «Никаких булавок, никаких пуговиц, никаких игл, никаких ниток». 103. Первое появление Рональда Макдональда в рекламе «Макдональдс» в 1963 году. В роли клоуна актер Уиллард Скотт. 104. В 2012 году жительница Франции получила счет от телефонной компании на сумму 11 квадриллионов 721 триллион евро. Несмотря на то, что эта сумма почти в 6 тысяч раз превышала ВВП Франции, компания заявила, что они ничего не могут поделать, а затем предложила женщине оплатить счет в рассрочку. Потребовалось несколько дней, чтобы убедить представителей компании, что требования абсурдны, и заставить их выставить счет на верную сумму – 117,21 евро. 105.
Ошибка толстого пальца – это ошибочный ввод с клавиатуры или клик мышки во время работы на финансовых рынках, в результате чего размещается гораздо больший заказ на покупку или продажу, чем планировалось. Например, в 2001 году UBS продал 610 тысяч акций Dentsu по 6 йен вместо 6 акций Dentsu по 610 тысяч йен. Несмотря на то, что ошибка была обнаружена сразу же, токийская фондовая биржа не отменила торги, и UBS пришлось выкупить акции по рыночной стоимости, что привело к потере $100 миллионов США. 106. Компания The Avedis Zildjian Company, ведущий мировой производитель ударных музыкальных инструментов, в частности тарелок для барабанов, была основана в 1623 году в Константинополе. Ее основатель, алхимик Аведис Зилджан I, имел армянское происхождение. Интересно, что его фамилия Зилджан в буквальном переводе означает «кузнец тарелок». 107. Компания Disney является вторым по величине покупателем взрывчатых веществ в мире после правительства США. 108. В 1970-х годах в США директора по маркетингу ресторанов быстрого питания заметили, что клиенты покупают больше еды и напитков, если те продаются в больших объемах по доступной цене. С тех пор порции стали расти, достигнув к нашим дням прямо-таки невероятных размеров. Например, размеры чашек Макдоналдс в США вдвое превышают японские. Большая чашка напитка, large, в Японии вмещает 600 мл, в то время как американский аналог – 1,2 литра. Более литра напитка за раз. Это самая большая чашка в мире. Практика продажи еды гигантскими порциями получила название суперсайзинг. 109. Название косметического бренда Maybelline образовано от имени сестры его создателя Мейбл, совмещенного со словом «вазелин». В 1915 году Томас Лайл Уильямс, фармацевт и бизнесмен, заметил, что Мейбл подкрашивает ресницы смесью угольной пыли с вазелином, и на основе этой смеси разработал первую на американском рынке тушь для ресниц. 110. Некоторое время в 2010-х годах страну Лихтенштейн можно было арендовать на Airbnb за $70 тысяч за ночь. В стоимость входило общение с монархом, собственная валюта, возможность переименовывать улицы на срок своего правления и ключ от страны. 111. Когда компания Nike решила назвать свою первую модель беговых кроссовок Aztec, компания Adidas, ее непримиримый конкурент, заявила, что уже выпускает кроссовки под брендом Azteca Gold и подаст в суд, если Nike вздумает украсть название. Тогда Nike назвала кроссовки Cortez в честь испанского конкистадора, уничтожившего государство ацтеков. 112. Владелец торговой марки может потерять правовую защиту, если люди станут использовать эту марку в качестве общего названия предметов или категорий товаров. Такое, к примеру, случилось с целлофаном, телефоном-раскладушкой, фрисби, скотчем, батутом, эскалатором, ксероксом и тому подобное. 113. Mars Incorporated, производящая Snickers, Milky Way, M&M's, Skittles и другие конфеты, является частной компанией, целиком принадлежащей семье Марс. Члены этой семьи ведут затворнический образ жизни, редко дают интервью, а их состояние, по оценкам на 2020 год, составляло более $125 миллиардов. 114. Компания Michelin создала свой справочник ресторанов для того, чтобы стимулировать людей больше ездить по стране, изнашивая автомобильные шины и повышая тем самым их продажи. 115. Толстовка с капюшоном, худи, была придумана дизайнерами бренда Champion в 1938 году для работников холодных нью-йоркских складов. 116. Livraria Bertrand – старейший действующий книжный магазин в мире, он находится в Лиссабоне и основан в 1732 году. 117. Постройка «Титаника» осуществлялась силами около 1500 рабочих
в том числе детей возрастом 12-13 лет. Во время работ 8 рабочих погибло, большинство от падения с высоты, 246 человек получили травмы, из них 28 тяжелые. За 3 изнурительных года было использовано 3 миллиона заклепок и потрачено 200 миллионов долларов. Когда корабль был готов, представитель компании White Star Line с трепетом сказал: «Даже сам Бог не сможет потопить этот корабль». 118. Китайская косметическая компания добывает коллаген из кожи, собранной из трупов казненных осужденных, для разработки косметических средств на продажу в Европе. 119. В 1948 году Ford Motor Company представилась возможность бесплатно получить Volkswagen. Компания отказалась, заявив: «То, что нам здесь предлагают, яйца выеденного не стоит». В наши дни Volkswagen Group – одна из крупнейших производителей автомобилей в мире. 120. По словам Роба Янофа, дизайнера, разработавшего логотип Apple, укус на яблоке не несет никакого двойного смысла. Он не символизирует грех, апеллируя к Еве и райскому плоду, не посвящен сэру Исааку Ньютону, которому на голову якобы упало яблоко, и не имеет отношения к Алану Тьюрингу, человеку, стоявшему у истоков изобретения компьютеров и покончившему с собой при помощи яблока, пропитанного цианидом. Все эти романтические гипотезы разбиваются о простой факт: Янов сделал яблоко откушенным для того, чтобы при уменьшении масштаба изображения логотип оставался яблоком, а не становился похожим на вишню или другую подобную ягоду. 121. Netflix, iTunes, Hulu, Amazon и другие компании отказались транслировать 200-ю и 201-ю серии сериала «Южный парк» из-за появления в них пророка Мухаммеда. В настоящее время полностью для просмотра эти серии легально недоступны нигде. Создатели «Южного парка» были вынуждены подвергнуть эпизоды частичной цензуре даже на DVD-релизах из-за угроз мусульман. 122. Маршал Жуков очень любил Кока-Колу, он попробовал ее во время войны благодаря Дуайту Эйзенхауэру, фанату этого напитка. Но Жуков не мог пить колу открыто, она была запрещена в Советском Союзе. Поэтому в 1946 году, по просьбе Жукова, Coca-Cola Export Corporation приготовила партию прозрачной колы, удалив из ингредиентов карамель. Ее разлили в бутылки без этикеток, на которых были белые крышки с красными звездами. 50 ящиков прозрачной колы доставили в Вену, специально для советского маршала. 123. Часть эпизодов мультсериалов «Губка Боб», «Квадратные штаны», «Черепашки-ниндзя», «Клуб Винкс», «Аватар. Легенда об Аанге» создала северокорейская, ордена Ким Ир Сена студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля. 124. Третья смена – термин, которым в Китае называют производство брендовых подделок по ночам. Работает это так: допустим, производитель заказывает китайской швейной фабрике пошив 20 тысяч брендовых платьев. Фабрика получает от заказчика лекала, ткань, фурнитуру, упаковку и прочее. Днем рабочие отшивают 20 тысяч платьев, а ночью еще 10 тысяч точно таких же платьев, но из более дешевого материала. Получается точнейшая копия товара, которая потом сбывается как подлинный бренд. Такую подделку настолько сложно отличить от оригинала, что порой сам производитель не в силах сделать это. 125. Журналисты BBC запросили интервью у руководства Facebook, принадлежит Мета, признанной экстремистской в России, чтобы спросить, почему соцсеть не удаляет найденные ими фотографии с изображением насилия над детьми. Представители соцсети попросили прислать эти фотографии в качестве доказательства, а когда получили их, обратились в полицию с заявлением о незаконном распространении журналистами BBC фотографий насилия над детьми и отменили запланированное интервью. 126. Coca-Cola выпускает более 3500 напитков в разных странах мира, так что если бы вы пробовали по одному напитку в день, вам потребовалось бы 9 лет, чтобы перепробовать их все. Особенно поражают вкусы газировок, производимых для азиатских рынков,
Здесь можно найти напитки со вкусом йогурта, васаби, кимчи, сыра, угря, огурца и бесчисленное количество вариаций с зеленым чаем. 127. В 2017 году Рид Хастингс, генеральный директор Netflix, заявил, что главным конкурентом для его компании является сон. 128. Воскресным январским утром вице-президент Google по социальным вопросам Вик Гундотра получил неожиданный звонок от Стива Джобса. «Вик, у нас проблема, которую нужно решить немедленно. Надеюсь, мы сможем до завтра все исправить. Я посмотрел на логотип Google на iPhone, и он меня не устраивает. У второй не тот желтый градиент. Он просто неправильный. Я попрошу Грега поправить лого, как ты на это смотришь?» Гундотра ответил согласием. Директору компании следует заботиться о деталях, даже если это детали в чужих логотипах, даже если речь об оттенках желтого, и даже если это воскресное утро. 129. Помимо Стива Джобса и Стива Возника, у Apple был еще один основатель, Рональд Уэйн. В 1976 году Уэйн продал свою долю в компании, 10%, за $800. В 2021 году эта доля оценивалась в $300 миллиардов. 130. В Иране вы не найдете Макдональдс, Пицца Хат или KFC. В этой стране запрещены американские сети быстрого питания. Зато вы легко сможете пообедать в Макдональдс, Пицца Хат или ZFC. Макдональдс – это качество. Иранцы знают об этом, и поэтому они заходят в мой ресторан, когда видят Рональда Макдональда на вывеске, говорит владелец Макдональдс. 131. В 1990-х годах компания Microsoft попросила музыканта Брайана Ина написать для них джингл, который должен был быть одновременно вдохновляющим, универсальным, оптимистическим, футуристическим и сентиментальным, и длился бы при этом всего 3 секунды. Музыкант сочинил 84 короткие композиции, одна из которых и стала звуковой заставкой Windows. 132. Мундиры нацистам шила компания Hugo Boss и Hugo Boss. 133. Картофель фри из Макдоналдса содержит ароматизатор говядины. 134. Когда Гвинет Пэлтроу размышляла, как назвать свою компанию, какой-то эксперт по брендингу сказал ей, что самые успешные интернет-компании современности имеют удвоенную «О» в названии, как, например, Google и Facebook, принадлежит Мета, признанной экстремистской в России. Поэтому Гвинет просто вставила 2 «О» между своими инициалами. ГУП. ГУП представляет собой издание на тему «Образ жизни и магазин». В 2018 году оценивался в $250 миллионов. 135. Штаб-квартира Toyota находится в городе Тойота, но бренд называется не в честь города. Наоборот, город Карома был переименован в 1959 году в честь этой марки автомобилей. 136. В 1998 году компания Apple выпустила круглую компьютерную мышь. Казалось бы, сложно испортить что-то в устройстве, у которого всего 2 функции – двигать курсор и кликать в нужных местах. Но Apple это удалось. Круглую мышь было так неудобно держать и направлять, что пользователи постоянно промахивались и в итоге возненавидели новинку. Мышь сняли с производства почти сразу после начала продаж. 137. В 2008 году 42-летний воронежец Дмитрий Агарков, получив кредитную карту и договор от банка Тинькофф, перепечатал договор, изменив его условия таким образом, чтобы ставка по кредиту была 0%, а сумма кредита стала безлимитной. Агарков отправил договор обратно в банк, и там его подписали. После этого он перестал платить проценты по кредиту, которым пользовался. Когда же банк подал в суд за просрочку, суд встал на сторону Агаркова и обязал его оплатить только сумму основного долга, без процентов. Согласно закону, каждая из сторон может предлагать свои условия, что и сделал Агарков, изменив текст документа, а представители банка, поставив подпись, выразили свое согласие с ними.
Таким образом, договор имел законную силу. 138. Кока-кола используется в медицине для растворения фитобизааров, так называются комки нерастворимых пищевых волокон в желудке, образующихся из-за чрезмерного потребления растительной клетчатки. Организм не может самостоятельно избавиться от безаара, но можно растворить его колой. Метод успешен примерно в 50% случаев. 139. Компьютерная игра Pinball, которая была встроена почти во все версии Windows, с выходом Windows Vista исчезла из операционной системы. Это произошло из-за того, что разработчики Microsoft не смогли портировать игру с 32-битной архитектурой на 64-битную архитектуру новой системы. Из-за возникающего бага шарик свободно проходил сквозь все препятствия. Программисты так и не смогли отыскать в коде ошибку, вызывающую баг. Было решено исключить Pinball из новой версии Windows. 140. Изначально в Coca-Cola добавляли свежие листья коки, содержащие запрещенное вещество. В конце XIX века запрещенное вещество не было под запретом, и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для тонизирующего эффекта. Но когда в 1903 году в газете New York Tribune появилась статья, утверждавшая, что упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей, рецепт напитка был навсегда изменен, в него стали добавлять листья коки, очищенные от запрещенного вещества, а затем от них вообще отказались. 141. В 70-е, 80-е годы XX века Союзмультфильм был самой крупной анимационной студией в Европе. 142. В 2013 году компания JCPenney попала в крупный скандал из-за продаж чайника, похожего на Гитлера. 143. Компания Microsoft не разрабатывала MS-DOS, а купила ее у программиста Тимоти Паттерсона в 1981 году. 144. В 1999 году шестилетняя шимпанзе по имени Рейвен стала 22-м по успешности брокером на Уолл-стрит. Она опередила более 6000 профессиональных брокеров. Прирост к ее акциям составил 213%. Она выбирала, какие акции купить, бросая дротики в список из 133 компаний. 145. Итальянский банк Монте-Дей Паски ди Сиена, старейший банк в мире, основанный в 1472 году и существующий до сих пор. 146. Авиакомпаниям не чужды суеверия, или скорее они не хотят пугать пассажиров, и номера рейсов, на которых случились катастрофы с большим количеством жертв, нередко заменяют. Например, после того, как во время терактов 11 сентября в здание Пентагона врезался самолет компании American Airlines, летевший рейсом 77, номер рейса сменили на 149. После крушения самолета на рейсе 370 Malaysia Airlines 239 жертв, номер рейса поменяли на 318, а катастрофа на рейсе 447 Air France 228 жертв вынудила компанию присвоить рейсу номер 443. При этом флагманский рейс 1 American Airlines сохраняет свой номер, несмотря на аж 3 крупных катастрофы. Для авиакомпании в этом случае престиж рейса важнее суеверий. 147. Человечек Мишлен белого цвета, потому что естественный цвет резиновых шин белый. Только в 1912 году производители стали добавлять углеродные компоненты в каучук, в результате чего шины почернели. Это не эстетическое изменение, а технологическое, сделавшее шины прочнее и долговечнее. 148. В Чехии напиток из хмеля в пабах стоит дешевле, чем вода, поэтому министр здравоохранения призвал владельцев заведений добавить в меню хотя бы один безалкогольный напиток по стоимости ниже, чем напиток из хмеля. В ответ представители Чешской ассоциации рестораторов заявили, что готовы бороться с чрезмерным регулированием. 149. Выпуск почтовых марок составляет 10% дохода Сан-Марино. 150.
В Индии посевы иногда опрыскивают Кока-Колой, она дешево стоит и уничтожает колорадских жуков. 151. Компания Fujifilm производит фотокамеры и косметику. В свое время генеральный директор компании предположил, что появление на рынке цифровых камер снизит спрос на фотопленку, и оказался прав. Теперь химические составы, разработанные Fujifilm для предотвращения выцветания фотографий, используются для предотвращения обвисания и потускнения кожи. 152. В 2012 году бренд Mountain Dew организовал онлайн-опрос с целью выбрать оригинальное имя для нового напитка. Как это часто бывает, организаторов опроса пользователи завалили бесполезными и оскорбительными предложениями, из-за чего акцию пришлось прервать. Перед ее закрытием самым популярным из предложенных вариантов была фраза «Гитлер не сделал ничего плохого». Такие вот ужасные взгляды циркулируют нынче на Западе. 153. Крик Тарзана – зарегистрированная торговая марка в США. 154. Пассажиры часто воровали солонки из самолетов Virgin Atlantic, и тогда Ричард Брэнсон, владелец Virgin, распорядился написать на дне солонок, стащенной из Virgin Atlantic, что стало бесплатной рекламой его авиакомпании. 155. Основатель компании Hyundai Чон Чжу Йон родился в бедной деревенской семье в Северной Корее. Чтобы добраться до Сеула и попытаться наладить жизнь, ему пришлось украсть у собственного отца корову и продать ее. В 1999 году Чон Чжу Йон отправил в качестве подарка своей родной деревне 500 коров в качестве жеста извинения за эту кражу. 156. До 1949 года сотрудникам британского производителя теле- и радиопрограмм BBC запрещалось работать в своих кабинетах при свете одной настольной лампы. Верхний свет непременно должен был быть включен. Руководство BBC считало, что человек, сидящий в замкнутом затемненном пространстве, склонен вынашивать тайные планы и создавать программы низкого качества с уклоном в пошлость и примитив. 157. Слово «лицо» на английском языке face является зарегистрированным товарным знаком Фейсбука, принадлежит Мета, признанной экстремистской в России, правда только в социальных сетях. Это означает, что любое коммерческое использование слова face в соцсетях запрещено. 158. Знаменитости платят $40 тысяч, чтобы попасть на аллею славы в Голливуде. 159. В 1960-х годах компания United Fruit Company, крупнейший экспортер бананов в США, придумала гениальный маркетинговый ход. Чтобы фрукты, выпускаемые под брендом Chiquita, на прилавках отличались от продукции других экспортеров, на них стали наклеивать наклейки с названием бренда. Вскоре наклейками обзавелись и другие фрукты, а затем и компании-конкуренты United Fruit Company стали использовать их. А в наше время наклейки на фруктах давно стали обычным делом. 160. Задумав снять фильм «Страсти Христовы», Мел Гибсон не смог договориться ни с одной киностудией о финансировании проекта и в конце концов принял решение реализовать его на собственные деньги. Голливудские аналитики назвали идею идиотской. В результате Гибсон потратил на «Страсти» $45 миллионов, а заработал 475 миллионов, которые положил в собственный карман, поскольку ему не пришлось ни с кем делиться прибылью. 161. В 1985 году сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила рекламную кампанию стоимостью $40 миллионов под названием «Где Херб?». Идея заключалась в том, чтобы найти персонажа по имени Херб, который никогда не был в БК. Маркетологи конкурирующих сетей высмеяли эту рекламу, заявив, что если Херб не был в Бургер Кинге, то, вероятно, потому что ему больше нравились бургеры из других ресторанов. Компания провалилась, а прибыль БК упала на 40%. 162. Компания Disney, на волне успеха анимационного фильма «Рататуй», планировала продавать вино с мышонком Реми на этикетке,
но отказалась от этой идеи после жалоб, что этот напиток продвигает на рынок мультяшный персонаж, словно это продукт для детей. 163. Житель Великобритании, устав от навязчивых рекламных звонков, подключил себе платную телефонную линию. Теперь, когда ему звонят с незнакомых номеров с предложением товаров и услуг, он старается поговорить подольше, так как зарабатывает деньги за каждую минуту разговора. 164. В 2011 году сети ресторанов «Макдональдс» пришлось убрать из меню продукт, содержащий сельдерей, несмотря на его популярность. Причина была в том, что для удовлетворения прогнозируемого спроса на этот продукт пришлось бы скупить весь мировой запас сельдерея, и его все равно не хватило бы. Это довольно частая проблема для сети «Макдональдс», производящей 1/27 всей ресторанной еды мира и обслуживающей около 1% населения Земли ежедневно. 165. В 1989 году Билл Гейтс лично ответил на звонок в службу поддержки Microsoft и, представившись своим полным именем Уильям, помог клиенту решить его проблему. Беседа с Гейтсом так понравилась клиенту, что в следующий раз, когда ему понадобилась помощь, он позвонил и потребовал пригласить к телефону именно Уильяма. 166. В начале 1930-х годов в США и Канаде ненадолго возникло популярное общественное движение под названием «Технократическое движение», адепты которого призывали заменить всех политиков и бизнесменов учеными и инженерами. 167. В 1923 году газета Daily Mail заподозрила, что ее конкурент Daily Standard копирует все ее новости. Чтобы проверить свою догадку, Daily Mail выпустила фейковую статью, в которой утверждалось, что пароход СС «Варата», бесследно пропавший в 1908 году вместе с 211 пассажирами и командой на борту, нашли в Антарктиде. На следующий день эта история появилась и в Daily Standard, причем в нее добавилось интервью с капитаном. 168. Кофеин содержится во всех популярных в мире лимонадах Coca-Cola и Pepsi-Cola, Mountain Dew, Dr. Pepper и других, в том числе в версиях напитков без сахара. Однако этот кофеин синтетический. Его производят на фармацевтических заводах Китая. 169. В 1990-х годах наблюдалась вспышка гибели молодых мужчин от упавших на них торговых автоматов, продающих напитки. Оказалось, что причина в слухе о том, что если потрясти автомат, можно получить бесплатный напиток, он выпадет из крепления. Проблема в том, что у разных автоматов разное расположение центра тяжести. В тех, где он находится низко, трюк срабатывал, а если центр тяжести был выше, 450-килограммовый автомат накренялся, падал и придавливал покупателя насмерть. 170. Самым популярным ликером в мире можно назвать традиционный китайский напиток байдзю. По вкусу он похож на напиток на основе этилового спирта. Китайцы употребляют его по всем важным поводам, от свадеб до успешных деловых сделок. 171. Для изготовления салона автомобиля марки Rolls-Royce используется кожа 15-18 быков, выращенных в холодном климате, чтобы на коже не было отметин от укусов насекомых. Коровья кожа не используется, потому что на ней могут быть растяжки из-за беременности. 172. Каждую первую пятницу месяца сотрудники компании Jack Daniel's вместе с зарплатой получают по бесплатной бутылке виски Jack Daniel's. 173. Санта-Клаус был худым на протяжении большей части своей истории. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худощавая и толстая версия Санты существовали одновременно до 1930-х годов, а затем знаменитая рекламная кампания Coca-Cola, в которой Санта был в своем толстом воплощении, закрепила и популяризировала именно этот образ. 174. У компании Disney есть разрешение на строительство атомной электростанции во Флориде. Уолт Дисней хотел,
чтобы его огромный парк Диснейленд был энергетически независимым и получил одобрение властей на строительство станции в 1967 году. 175. Лебедянский завод, производящий фруктовые соки и принадлежащий компании Pepsi, в 2017 году затопил Лебедянь и реку Дон соком. Обрушение крыши одного из заводских помещений обошлось почти без жертв, зато 28 миллионов литров сока вылились на улицы города и в реку. К счастью, сок не представляет опасности. Пробы воды показали, что экосистеме Дона не было нанесено экологического вреда. 176. В 2015 году американка 6 недель безуспешно пыталась заставить провайдера, компанию Comcast, устранить проблемы с интернетом в ее доме. Ей удалось добиться своего только после того, как она написала письмо матери генерального директора Comcast. 177. Компания IBM не была первопроходцем в разработке компьютеров. Она сильно отставала от Remington Rand, разработчика Univac, первого коммерчески успешного компьютера для массового пользователя. Этот компьютер был так популярен, что люди называли все первые компьютеры IBM Univac'ами. 178. Первый звонок по мобильному телефону был сделан в 1973 году Мартином Купером, руководителем компании Motorola. Он позвонил конкурирующей компании Bell Labs, чтобы сообщить, что звонит с первого мобильного телефона. 179. В 2018 году стало популярным соревнование по хождению по кубикам Лего. Рекордсмен прошел 835 метров по дорожке, усыпанной конструктором. К концу пути его ступни сильно покраснели, опухли и кровоточили. Профессионалы утверждают, что ходить по кубикам Лего гораздо больнее, чем по углям или битому стеклу. 180. Спортивные брюки были изобретены в 1920 году компанией Le Coq Sportif, Франция. Автором дизайна был Эмиль Камуси, основатель бренда. Его простые трикотажные брюки из серого джерси предназначались для тренировок профессиональных спортсменов, но уже в 1930-х годах их стали носить по выходным и простые французы. 181. В 2008 году социальная сеть Bebo была продана компании AOL за 850 миллионов долларов. 5 лет спустя первоначальные владельцы соцсети выкупили ее у AOL за 1 миллион долларов. 182. Большинство американских флагов в парках Диснея поддельные. На них меньше звезд и полос, чем положено. Это сделано для того, чтобы Дисней не нужно было опускать и поднимать флаги в ситуациях, когда этого требует Кодекс флага США. 183. После смерти Робина Уильямса Дисней хотели сделать продолжение мультфильма про Аладдина и включить туда не вошедшие реплики Джина, которого Уильямс озвучивал в оригинальном фильме. Однако в завещании актера был пункт о запрете использования его голоса. 184. Единственный персонаж комиксов о супергероях, существующий и во вселенной Marvel, и во вселенной DC Comics, это доступ, Access. Его задача заключается в том, чтобы разделять эти вселенные и следить за тем, чтобы они не пересекались, иначе они снова сольются в одну вселенную амалгам, что уже пару раз происходило. 185. Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Митт Ромни — единственные в мире обладатели специальных золотых карт, позволяющих бесплатно питаться в Макдональдс в любой стране мира. 186. Когда Иван Петрович Иванов-Вано, прославленный советский мультипликатор, снял свою первую работу, полнометражный мультфильм «Конек-горбунок» в 1947 году, то произвел сенсацию. Фильм был выдвинут на соискание Сталинской премии, а всемирно известный к тому времени Уолт Дисней разослал копии «Конька-горбунка» по своим студиям в качестве учебного пособия. Впрочем, Иванов-Вано диснеевскую мультипликацию не любил и позже избегал влияния ее стиля на свои мультфильмы, ориентируясь на классические и народные мотивы. 187. 6 врачей проглотили головы фигурок Лего,
в рамках эксперимента, чтобы определить, с какой скоростью они выйдут из организма. Среднее время выхода составило 1,71 дня. 188. Однажды Уоррен Баффет, один из богатейших людей планеты с состоянием в 75 миллиардов долларов, пригласил Билла Гейтса, самого богатого на тот момент человека в мире, на обед. Они пошли в Макдоналдс и ели гамбургеры и картошку фри, а расплатился Баффет купонами. Вероятно, это было еще до появления у них специальных золотых карт. 189. Последний в истории проигрыватель кассет формата VHS, оснащенный функцией записи, был выпущен компанией Fun Electric в 2016 году. 190. Первый публичный звонок с iPhone сделал Стив Джобс. Он позвонил в Starbucks и заказал 4000 латте, а потом сказал «шучу» и повесил трубку. 191. В 1999 году Coca-Cola тестировала торговые автоматы, которые в жаркий день брали за напиток больше денег, об этом глава компании сообщил в одном интервью. Но от идеи пришлось отказаться, общественность такой подход не оценила. 192. В 1980-х годах американская сеть быстрого питания A&W Restaurants, желая составить конкуренцию Макдональдс и его знаменитому четвертьфунтовому бургеру, представила третьфунтовый бургер по той же цене. Однако, вопреки ожиданиям, акция провалилась, американцы по-прежнему покупали четвертьфунтовый бургер, считая, что 1/4 больше, чем 1/3. 193. Креативщики Marvel, создававшие образы супергероев для комиксов, получали зарплату в виде чеков, на обратной стороне которых был купон с указанием, что, подписывая этот чек, человек отказывается от всех авторских прав в пользу Marvel. До сих пор ведутся споры, было ли это законным со стороны Marvel. 194. Партия против PowerPoint, APPP, швейцарская политическая партия, стремящаяся сократить использование программы для создания презентаций PowerPoint в профессиональной среде, поскольку это наносит национально-экономический ущерб в размере 2,1 миллиарда. Вместо PowerPoint APPP предлагает использовать флипчарты, на которых сотрудники могут рисовать и писать в процессе презентации, что на 95% эффективнее, по заверению представителей партии. 195. Экологи из Пенсильванского университета предложили компании-производителю фруктовых соков Делора, базирующейся в Коста-Рике, утилизировать сельскохозяйственные отходы, в основном апельсиновые корки, на территории природного заповедника. Важный момент – компания могла выбрасывать корки только в тех местах, где почва деградировала и ничего не росло. В ходе проекта в заповедник было сброшено около 12 тысяч тонн отходов. Спустя 16 лет безжизненная почва покрылась густым лесом и виноградными лозами настолько, что приехавшие на это место исследователи были поражены успехом эксперимента. 196. Слово «дроид» придумал Джордж Лукас в 1977 году, а в 2009 его компания зарегистрировала это слово как товарный знак. Компания Verizon вынуждена платить комиссию Lucasfilms за использование слова «дроид» в названии линейки своих телефонов Motorola Droid, а Disney платит Лукасу за употребление этого слова в «Звездных войнах». 197. Кения – единственная страна в мире, где люди могут смотреть Netflix бесплатно. 198. Однажды платежный сервис PayPal по ошибке начислил на счет одного из клиентов 93 квадриллиона долларов, что в 1000 раз превышает ВВП всей планеты. 199. Глобальная сеть пиццерий Domino's Pizza пришлось оставить попытки завоевать итальянский рынок, поскольку итальянцы предпочитают ходить в свои местные пиццерии. 200. Бейонсе заработала 24 миллиона долларов за один часовой концерт в Дубае. 201. Соучредитель Apple Стив Возняк презирает деньги и накопление богатства. В 2017 году он заявил,
что не хочет находиться рядом с большими деньгами, поскольку они негативно влияют на общечеловеческие ценности. Когда Apple выпустила акции и стала публичной компанией, Возняк предложил раздать $10 миллионов сотрудникам, работавшим в компании со дня ее основания, но Стив Джобс отказался это делать. 202. В 2001 году компания Mattel выпустила новую игрушку, вибрирующую метлу Гарри Поттера Nimbus 2000, что привело к появлению множества насмешливых отзывов покупателей на Amazon. Вскоре Mattel пришлось прекратить выпуск метлы, поскольку магазины для взрослых на Таймс-сквер начали продавать ее по цене, вдвое превышающей первоначальную розничную стоимость. 203. В 1961 году Coca-Cola рекламировалась как средство контроля веса. «Знаете, у Coca-Cola нет проблем с талией», заявляла героиня рекламного ролика. Идея была в том, что Coca-Cola добавляет калорий и заглушает голод, чтобы вы не съели что-нибудь еще, что действительно прибавит вам килограммов. 204. Основатели Samsung и LG Ли Бён-чхоль и Ку Инхви были близкими друзьями с начальной школы. В 1968 году Ли встретил Ку и сообщил ему, что планирует заняться электроникой, что означало, что его компания станет прямым конкурентом компании Ку. Тот в ответ возмущенно накричал на друга и ушел. После этого эпизода дружба между ними навсегда закончилась. 205. Бургеры из Макдоналдса не портятся не потому, что содержат консервант, а потому что в них нет жидкости. Котлета не гниет, а становится вяленой, а хлеб засыхает. 206. В 1896 году богатый американский бизнесмен организовал крушение 2 поездов просто так, для развлечения. Собралась огромная толпа зевак, несколько десятков тысяч человек. К сожалению, несмотря на успешные предварительные испытания и расчеты инженеров, при столкновении котлы поездов взорвались, что привело к гибели 2 зрителей, и еще 6 получили серьезные ранения. 207. Согласно государственному закону Мексики, текилой может называться только напиток, содержащий не менее 51% ликера, изготовленного из нектара растения под названием голубая агава. Когда бизнесмены из ЮАР в начале 2000-х годов стали производить из растения, похожего на агаву, собственную текилу, дипломаты Мексики дали понять, что подобный бизнес может негативно отразиться на отношениях между странами, и юарцы вынуждены были уступить столь мощному давлению и переименовать свой напиток в агаву. 208. Когда у совладельца винного бренда Bronco Wine Company Фреда Франца спросили, почему его напиток дешевле воды, он ответил: «Они завышают цены на воду. Разве вы не понимаете?» 209. В 1946 году студия Уолта Диснея выпустила мультфильм «История менструации». На лекциях по ведению здорового образа жизни его посмотрело более 105 миллионов американских школьников. 210. Первая зубная паста, упакованная в привычный нам тюбик, была паста Dr. Sheffield's Creme Dentifrice, выпущенная в 1892 году. 211. Среди всех диснеевских принцесс только 2 обладают сверхъестественными способностями. Рапунцель с ее волшебными волосами, способными исцелять болезни и дарить вечную молодость, и Эльза, повелевающая холодом и льдом. 212. Ежегодно покупатели магазина IKEA съедают около миллиарда фрикаделек. Фрикадельки, как и другая еда в IKEA, маркетинговый инструмент. Они стоят дешево, создавая впечатление, что все остальное в магазине также продается по низким ценам, и кроме того, сытый покупатель благосклоннее к предложениям продавца. Фрикадельки – лучшие продавцы диванов, утверждают управляющие IKEA. 213. Лео Фендер, создатель всемирно известной компании-производителя гитар, был введен в зал славы рок-н-ролла в 1992 году, что является уникальным достижением, учитывая, что он так и не научился играть на инструменте, который помог ему сделать карьеру.
214. В 2012-2018 годах Mercedes-Benz выпускал модель автомобиля, специально предназначенную для автошкол Германии. 215. Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, финансировал строительство нацистского лагеря смерти в Освенциме. 216. У мужчин, часто пьющих Кока-Колу или Пепси, более высокий уровень тестостерона. 217. Замена масла в Bugatti Veyron стоит более $20 тысяч. Производитель утверждает, что для замены масла в спорткаре необходима бригада специально подготовленных автослесарей, этого требует его устройство. 218. В 2006 году 21-летний Алекс Стоу заработал $1 миллион, продавая пиксели на веб-странице размером 1000 на 1000 пикселей по цене $1 за пиксель. 219. Криптовалюта Dogecoin, сделанная ради шутки и названная в честь интернет-мема Dodge, на начало января 2021 года имела рыночную капитализацию в $1,3 миллиарда. 220. Pizza Hut доставила пиццу на МКС в 2001 году. Доставка до места назначения заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. 221. В оригинальном сценарии фильма «Красотка» персонаж Ричарда Гира в конце фильма выкидывает героиню Джулии Робертс из машины и швыряет ей $3000. Сценарий долго был в разработке, пока за него не взялись продюсеры студии Диснея, которые изменили фильм, превратив его по сути в очередной вариант сказки про Золушку. 222. Команды Формулы-1 не владеют шинами, установленными на их гоночных автомобилях, все шины принадлежат компании Pirelli. В конце каждой гонки команды должны вернуть шины Pirelli, даже сильно изношенные, в целях предотвращения промышленного шпионажа и кражи технологий. 223. Компания Volkswagen была основана в нацистской Германии в 1930-х годах по личному требованию Гитлера. Он велел разработать доступный автомобиль стоимостью не более 1000 рейхсмарок, чтобы он был по карману большей части немецких граждан. Бренд так и назвали «Народный автомобиль Volkswagen». 224. Макдоналдс открыл собственную мужскую парикмахерскую в Стокгольме. В ней делают всего одну стрижку The Golden M с челкой, похожей на логотип компании. Такую носил Ди Каприо и многие другие в 1990-х годах. Всем клиентам барбершопа полагается бесплатный Биг Мак. 225. Когда Джон Толкин продавал права на экранизацию «Властелина колец», он включил в договор условие, согласно которому компания Disney никогда не сможет принять участие в последующих экранизациях. 226. Компания Disney пыталась зарегистрировать торговую марку Dia de los Muertos, что в переводе с испанского означает «День мертвых». Dia de los Muertos – национальный праздник, который ежегодно отмечают в Мексике и по всей Латинской Америке, навещая могилы родных и устраивая обширные праздничные гуляния. Протест латиноамериканцев в социальных сетях заставил компанию отозвать свою заявку. 227. В 2002 году Microsoft переименовала утилиту Critical Update Notification Tool, чтобы избавиться от пошлой аббревиатуры. 228. В 2019 году Microsoft в качестве эксперимента сократила рабочую неделю в своих японских офисах до 4 дней. Продуктивность офисов, измеряемая объемом продаж на каждого сотрудника, выросла на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 229. В 2018 году Microsoft создала подводный центр обработки данных в металлическом цилиндре, заполненном серверами, который охлаждался океанской водой. 230. Пакет программ Microsoft Office изначально, в 1989 году, был выпущен для компьютеров Apple Macintosh. Версия для Windows появилась
в октябре 1990 года. 231. Слоган компании Nike «Just Do It» «Просто сделай это» — это слегка измененная цитата последних слов американского грабителя и убийцы Гэри Гилмора, казненного в 1977 году. Гилмор сказал «давайте сделаем это», и тем самым вдохновил Дэна Уидена, основателя рекламного агентства Виден плюс Кеннеди, на создание слогана для рекламной кампании Nike 1988 года, имевшей колоссальный успех. 232. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, известный своим буйным характером, так много кричал на своих сотрудников, что в конце концов ему пришлось сделать операцию на голосовых связках. 233. Компания Adidas купила свой культовый дизайн с 3 полосками у финской компании по производству спортивной одежды Карю за 2 бутылки виски и сумму, эквивалентную 1600 евро. 234. В 2013 году 30-летняя женщина из Новой Зеландии умерла из-за сердечной аритмии, вызванной ее привычкой выпивать до 10 литров Кока-Колы в день. 235. Только после долгих уговоров мама Уолта Диснея смогла убедить его отца, Элиаса Диснея, купить сыну набор цветных карандашей и упаковку бумаги для рисования. Элиас категорически не одобрял этого занятия, считая, что мальчику положено заниматься тяжелым физическим трудом, а не рисунками. Даже когда Уолт вырос и его студия прославилась на всю страну, его отец продолжал считать анимацию ненастоящей работой. 236. В 1950-х годах игровая компания Nintendo владела сетью любовных отелей с почасовой оплатой за номера. 237. В Японии есть сакаи, корпоративные вышибалы. Это особый вид рэкетиров, часто связанных с якудза, чья задача вымогать деньги у компаний, угрожая их собственникам и руководителям, публичным унижением на ежегодном собрании акционеров сакаи. 238. В результате первичного публичного размещения акций Microsoft в 1986 году и последующего роста их стоимости в мире появилось 3 долларовых миллиардера и около 12 тысяч долларовых миллионеров. Все они были сотрудниками или партнерами компании и владели ее акциями. 239. В 1961 году Джеймс Монаган, соучредитель Domino's Pizza, отдал 50% акций компании своему брату и партнеру Тому в обмен на поддержанный Volkswagen. В 1998 году Том Монаган продал компанию за $1 миллиард, сохранив при этом 27% акций. 240. Название компании Альфа-Ромео происходит от объединения двух итальянских автомобильных компаний. В 1910 году в Милане была создана компания под названием Альфа Анонима Ломбардо Фабрика Автомобили, которая занималась производством автомобилей. В 1915 году компанию купил инженер Никола Ромео, после чего название было изменено на Альфа-Ромео. Никола Ромео сделал ставку на производство высокоскоростных автомобилей, которые имели большую популярность в Италии и за ее пределами. Альфа-Ромео была одной из наиболее известных и успешных автомобильных компаний в истории и остается популярным брендом в наши дни. 241. В 2013 году Nike удалила со своего сайта рекламный ролик с паралимпийским бегуном Оскаром Писториусом и слоганом «Я это пуля в патроннике» после того, как его обвинили в том, что он застрелил свою девушку. 242. Как и казино, торговые центры намеренно спроектированы таким образом, чтобы дезориентировать посетителей и заставить их потерять чувство времени, и пространство это располагает к спонтанным покупкам. 243. Историю про массовое самоубийство леммингов «Белая пустошь», получившую Оскар как лучший документальный фильм 1959 года, сочинил Дисней. На самом деле для съемок финальной сцены леммингов просто сталкивали со скалы метлой. 244. В Италии есть сырный банк.
Сыроделы сдают в банк пармезан, один из самых дорогих сортов сыра, в качестве залога. Под залог сыра производители получают кредит, а пока они его погашают, сыр дозревает в хранилище банка. Если кредит не возвращается, банк продает сыр самостоятельно. В банке хранятся 300 тысяч голов сыра и оцениваются в $200 миллионов. 245. В 2020 году японские исследователи нашли в Антарктиде банку Coca-Cola, пролежавшую там более 50 лет. Банка оказалась очень редкой, такой старинной банки не было даже в коллекции самой компании. 246. Существует северокорейская международная сеть ресторанов под названием Пхеньян. 247. Настоящая Покахонтас, индейская принцесса, ничуть не походила на образ, созданный студией Дисней. 248. Название японского бренда спортивной одежды и обуви Asics – это аббревиатура латинской фразы «Anima sana in corpore sana» – «здоровая душа в здоровом теле». 249. Мафия является крупнейшим бизнесом Италии. Ориентировочная прибыль, получаемая мафиози, составляет более $90 миллиардов в год. 250. Более 20 миллионов евро в эквиваленте заработали предприимчивые нидерландские бизнесмены всего за одну ночь, и все благодаря тому, что после Второй мировой войны Нидерланды оккупировали небольшую часть территории Германии, на которой располагалась деревушка Эльтен. В 1963 году было решено вернуть эту территорию обратно Германии, и дельцы придумали такой план. В ночь на 1 августа, когда должна была официально состояться смена юрисдикции, нидерландские бизнесмены заполонили Эльтен фурами с товаром, кофе, масло и другими продуктами и вещами, стоившими в Германии значительно дороже, чем в Нидерландах. А утром машины уже были на немецкой земле, так что и пошлины за импорт платить не пришлось. Реализовав свой товар, хитрые дельцы положили в свои карманы миллионы. 251. Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку в голливудских фильмах по комиксам Marvel, так боялся этой роли, что был вынужден посещать психолога и пройти курс терапии, чтобы решиться. Эванса пугало общественное внимание, а также обязательство играть капитана аж в 10 фильмах франшизы. 252. Придорожный торговец в Пхичибуре, Таиланд, разработал собственный уникальный гриль из 1000 зеркал, фокусирующих солнечный свет. Курица в таком гриле готовится примерно за 12 минут, а самое приятное — солнечный свет, используемый в качестве топлива, абсолютно безопасен и ничего не стоит. Изобретательный торговец работает на своем гриле уже 20 лет. 253. Уолт Дисней рекордсмен по количеству Оскаров. Он выигрывал премию 22 раза. 254. В 2013 году Mauvet и Victoria's Secret представили бюстгальтер Royal Fantasy, состоящий из бриллиантов, рубинов, желтых и синих сапфиров, общим весом 1540 карат и стоимостью $10 миллионов. 255. В 2000 году в ходе исследования, заказанного компанией Guinness, было обнаружено, что ежегодно около 160 тысяч пинт напитка Guinness теряется в усах потребителей. 256. Греческое слово «пепси-кола» переводится как «из пищеварительного тракта», оно образовано от слова «пепси» с пищеварения. 257. В 2009 году британская сеть магазинов WH Smith рекламировала книгу о Йозефе Фрицли, продержавшем свою дочь взаперти в подвале 24 года, в качестве подарка ко Дню Отца. Позже представителям сети пришлось извиниться за эту акцию. 258. В китайских Макдоналдсах вместо части стульев установлены велотренажеры, крутя педали на которых посетители могут зарядить телефон. 259. В 2014 году GM отозвала с рынка 800 тысяч автомобилей с неисправностью в системе зажигания, о которой компании было известно с 2005 года,
но которую не исправляли, потому что, цитата, «слишком дорого». От этой неисправности погибли 124 человека. 260. Компания Disney планировала снять фильм по мотивам игры The Sims, но отменила проект после того, как фильм «Кредо убийцы» по игре Assassin's Creed провалился в прокате. 261. В Канкуне, Мексика, есть клуб Коко Бонго из знаменитого фильма «Маска». Он принадлежит Джиму Керри. 262. Актер Пол Уинчелл, озвучивший тигру в диснеевском Винни-Пухе, изобрел искусственное сердце. 263. Знаменитый баскетболист Шакил О'Нил – успешный инвестор. Он был одним из первых инвесторов Google и Apple, а также планировал инвестировать на раннем этапе в компанию Starbucks, но отказался от этой идеи, потому что не любит кофе. 264. До конца 1960-х годов мужчин с длинными волосами не пускали в Диснейленды. Сотрудники останавливали их у ворот и вежливо сообщали, что их внешний вид не соответствует дресс-коду парка. 265. Coca-Cola продает более 1,9 миллиарда бутылок различных напитков в день. 266. Продав американской фирме .tv десятилетние права на использование домена TV, государство Тувалу увеличило свой национальный доход в 3 раза. 267. В 2015 году 19-летний парень по имени Budweiser был арестован за вторжение на частную территорию пивоварни Budweiser в Сент-Луисе, США. 268. В Израиле закон запрещает называть кетчуп Хайнс кетчупом, поскольку в нем недостаточно томатов. Изучив состав кетчупа в лаборатории, местные эксперты пришли к выводу, что он содержит всего 21% томатного концентрата вместо требуемого количества 41%. 269. В Пентагоне работает кофейня Starbucks, в которой, в отличие от всех остальных Старбаксов, в целях безопасности у вас не станут спрашивать имя, чтобы написать его на стакане. 270. Дэниел Крейг до конца жизни может бесплатно ездить на любой из моделей Aston Martin, включая редкие гоночные автомобили. Автомобильная компания предоставила актеру такую возможность за преданность роли Джеймса Бонда. 271. В рамках продвижения на рынок мультфильма «Смурфики» представители компании Sony уговорили жителей испанской деревушки Хускар перекрасить дома в ярко-голубой цвет, сделав из нее деревню смурфиков. Деревня, состоящая из домов в традиционном для региона стиле Пуэбло-Бланко белоснежного цвета, стала выглядеть настолько симпатично и сказочно, что жители решили оставить голубой цвет навсегда, тем более, что он привлекает множество туристов-поклонников смурфиков. 272. В самой дорогой компании мира, AT&T, в 1964 году работало 758 611 сотрудников. В самой дорогой компании мира сегодня, Apple, работает около 137 тысяч сотрудников. 273. Некоторые автомобили марки Ford, предназначенные для сбыта в США, производитель снабжает кодовым цифровым замком, помимо обычного. Эта опция очень удобна в случае, если, например, вам нужно передать машину другому водителю, ключ остается в салоне, автомобиль запирается на кодовый замок. К сожалению, для других рынков такая опция недоступна. 274. Начиная с 2007 года все грузовики, принадлежащие Макдональдс в Великобритании, заправляются отработанным растительным маслом из своих ресторанов. 275. Клиенты магазина IKEA, осознавая длину и запутанность пути, на котором разложены товары, когда видят нечто, что им нравится, начинают понимать, что если они не возьмут это сейчас, то вернуться назад будет достаточно сложно. 276. В Гонконге и Японии есть макбеженцы, люди, живущие в Макдоналдсах. Несмотря на крайнюю степень бедности, многие из них имеют собственное жилье и низкооплачиваемую работу,
Однако их жилищные условия намного хуже, чем в Макдоналдсе, где есть горячая вода и бесплатный Wi-Fi. 277. Когда одна из новых моделей Jeep стала продаваться хуже предшествующих, компания пригласила известного маркетолога Клотера Раппе, который предположил, что дело в фарах. Сменив круглые фары на прямоугольные, машина утратила сходство с лошадью, за которой ее любили поклонники марки. Когда фары опять стали круглыми, продажи вернулись на прежний уровень. 278. Zara производит 450 миллионов единиц одежды в год. Это самый крупный производитель одежды в Европе. Ежегодно дизайнеры компании разрабатывают 40 тысяч новых моделей одежды всех видов, от обуви до пуховиков. 279. В год продается примерно 100 миллионов Библий, что делает ее самой продаваемой книгой в мире. 280. Эти котлеты производят из переработанных говяжьих туш, при этом в одном бургере может содержаться мясо сотни коров и даже более. 281. iPhone, книги о Гарри Поттере и кубик Рубика – самые продаваемые товары за всю историю человечества. Кто бы мог подумать? 282. Китайские фабрики иногда маркируют свои товары «сделано в КНР» из-за плохой репутации Китая. Словосочетание «сделано в Китае» во всем мире ассоциируется с очень плохим качеством товара. Поэтому производители хитрят, заменяя Китай на менее очевидное КНР. 283. Компания Nintendo была основана в 1889 году. Изначально Nintendo производили игральные карты. 284. Немецкие палачи продавали части тел в качестве лекарства. Между 1600 и 1800 годами палачи в Германии наладили своеобразный бизнес по продаже частей тел, которые суеверные люди покупали для лечения различных недугов. 285. До 1990 года картофель фри в Макдоналдсе жарили на говяжьем жире. В 90-е говяжий жир стал считаться вредным, и с тех пор картошку фри жарят на менее вредном растительном масле. 286. Компания Kodak сняла с производства свою знаменитую фотопленку Kodachrome в 2009 году. Последняя выпущенная катушка этой пленки была подарена фотографу, сделавшему знаменитый на весь мир портрет афганской девушки Стиву Макари. 287. Фредерик Баур так гордился своим изобретением, что захотел быть похороненным в нем. Баур скончался в мае 2008 года в возрасте 89 лет, и его дети исполнили эту просьбу. Его прах был разделен между парой урн и упаковкой из-под Принглс. 288. Модель Барби с волосами до пят – самая продаваемая кукла за все времена. Барби из серии Totally Hair Барби с волосами длинными, как у русалки, свела мир с ума. Продавались куклы с накладными прядями, которые можно было стричь, куклы с набором, позволяющим наносить трафаретные рисунки на волосы и тому подобное. 289. Духи Chanel номер 5 являются самыми продаваемыми духами в мире. По всему миру их покупают, в среднем, каждые 55 секунд. 290. Самая старая действующая компания в мире существовала 1429 лет. Это японская строительная компания, специализировавшаяся на постройке буддийских храмов. Она была основана в 578 году, через 40 лет после того, как буддизм проник в Японию. Компания существовала почти 1,5 тысячелетия и обанкротилась в 2007 году. 291. У Gwyneth Paltrow есть сайт, который оценивается в $250 миллионов. Этот сайт, Goop, представляет собой наполовину издание, посвященное теме образ жизни, наполовину магазин. Goop публикует статьи на темы здоровое питание, психология, путешествия, обзоры модных новинок и тому подобное. К сожалению, Goop печально известен как распространитель лженаучных идей,
популяризирующий и продающий гомеопатические лекарства, БАДы и другие средства с недоказанной эффективностью. 292. Если в компании узнают, что кто-то из игроков, которым Adidas оказывает спонсорскую поддержку, подался в саентологию, эта поддержка тут же прекращается. 293. Огромное количество людей связывает запах шоколадных конфет с атмосферой свидания, выяснило исследование 2013 года. Если в книжном магазине витает шоколадный аромат, покупатели чаще предпочитают любовные романы книгам других жанров. 294. В 1913 году доход России от торговли сливочным маслом за границей был на том же уровне, что и от добычи золота. 295. Эффект IKEA, когда вы делаете что-то своими руками, вы цените это больше. Этот психологический эффект был открыт во время исследования, изучавшего, как люди относятся к предметам, собранным вручную конструктору Лего, мебели IKEA и фигуркам оригами. Оказалось, что такие предметы мы склонны ценить выше, чем то, что было куплено уже готовым. 296. IKEA дает название мебели согласно шаблонам. Основатель IKEA Ингвар Кампрад был дислексиком, это означает, что у него были трудности с чтением и распознаванием слов. Ему хотелось облегчить для клиентов процесс запоминания названий, и он разработал ряд шаблонов для именования товаров. Например, все икеевские диваны названы в честь шведских городов, кровати носят названия местечек в Норвегии, кухонные столы – это достопримечательности Финляндии, стульям присвоены мужские имена и так далее. 297. Форест Марс, сын основателя компании Mars, разработал метод, позволяющий добавлять каплю жидкого шоколада в твердую оболочку из сахарной глазури, что привело к изобретению маленьких шоколадных конфеток, которые стали продаваться в Нью-Джерси в 1941 году. Некоторое время спустя Марс связался со своим приятелем, Брюсом Мури, сыном основателя компании по производству шоколада Hershey's. Два наследника сладких империй договорились о совместном проекте по производству и продвижению маленьких шоколадок. Бренд получил название, образованное первыми буквами фамилий партнеров М и М, а сами конфеты стали делать из шоколада Hershey's. К сожалению, 8 лет спустя, в 1949 году, друзья сильно поссорились, в результате чего Марс выкупил свою долю в компании. Партнерство, продлившееся меньше десятка лет, осталось увековечено в названии бренда, которое не стали менять. 298. IKEA – это аббревиатура от Ингвар Кампрад Эльмтарит Агунарит. Ингвар Кампрад – имя основателя IKEA, Эльмтарит – название фермы, на которой он вырос, а Агунарит – название деревни, в которой была эта ферма. 299. Вместе с Адольфом Даслером в семейном бизнесе Adidas трудился его старший брат Рудольф. Но в 1948 году братья ссорятся и делят на тот момент практически развалившийся бизнес. Адольфу достается фабрика Adidas, а Рудольфу Руда. Впоследствии фирма Руда поменяет свое название на Puma. 300. Первую машинку для пошива обуви Adidas Адольф Даслер сделал из велосипеда, а подошва первых кроссовок Adidas сшивалась из автомобильных покрышек. 301. Reebok бренд, принадлежащий Adidas, а вовсе не самостоятельная компания. 302. Название Adidas образовано от имени основателя Ади, Адольф, Даслер. Пишется всегда со строчной буквы. 303. Adidas немецкая компания, а не американская. Основана в 1925 году. 304. Первый в истории iPhone выпустили не Apple. Cisco выпустила на рынок продукт под торговой маркой iPhone всего лишь за 22 дня до презентации Apple, на которой Стив Джобс представил свой смартфон. Cisco обратились в суд, но компании смогли договориться, и каждой из них было разрешено пользоваться брендом iPhone. 305. В Сингапуре можно купить автомобиль в торговом автомате. 15-этажный торговый автомат в местном дилерском центре
наполнен такими марками машин, как Ferrari, Bentley и тому подобное. 306. Когда в компании Ferrero в 1970 году решали, как назвать новые мини-конфеты с мятным вкусом, которые планировалось продавать в оригинальных маленьких коробочках, было решено не давать им названия с характеристикой аромата – мятными или апельсиновыми. Вместо этого, как рассказывает бренд на своем сайте, конфеты назвали в честь звука щелчков, которые упаковка издает при открытии и закрытии. Похожи ли эти звуки на слова «тик» и «ток»? Если вы любите эти конфеты, поставьте эксперимент над коробочкой и проверьте сами. 307. Знаменитый икеевский одноевровый завтрак больше не подают в Голландии. Он привлекал слишком много клиентов и вызывал большие пробки на шоссе. 308. Чипсами называется блюдо из тонко нарезанного и обжаренного картофеля. В последнее время распространилась тенденция называть чипсами и другие продукты, фрукты и овощи нарезанные, тонкими ломтиками и либо обжаренные, либо подсушенные. Однако продукт марки Pringles и некоторых других брендов делается из картофельных хлопьев, специально подготовленных и просушенных перед обжаркой, к тому же с добавлением пшеницы. Технически это не чипсы, а картофельные вафли. На американской версии упаковки, например, нигде не указано, что это чипсы. 309. Главный дизайнер айфонов и другой техники Apple однажды создал ювелирное изделие. Джонни Айв и его коллега Марк Ньютон объединились с производителем драгоценных камней, чтобы создать уникальное кольцо из цельного бриллианта. Оно было продано на Сотбис за $256 тысяч. 310. В США, в городе Седона, есть Мак с голубыми арками, точнее бирюзовыми. Они выглядят непривычно и странно, и делают этот ресторан единственным в своем роде. Компания была вынуждена сделать арки именно такими, потому что в этом штате действует очень строгий закон относительно внешнего вида новых зданий и вывесок. Они не должны конфликтовать с естественными природными объектами. Так, власти решили, что красный цвет лого Мака будет плохо смотреться с окрестными красноватыми скалами. А вот бирюзовые хорошо впишутся. То, что арки у этого ресторана иного цвета не наносят никакого урона компании, наоборот, все хотят отобедать в необычном Макдоналдсе. На этом я бы хотел закончить это видео с 310 интересными фактами о бизнесе и секретах крупных компаний, которые вы не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Даже такие невероятно талантливые мультипликаторы, как в Disney и Warner Bros., не могут нарисовать своих персонажей просто из воздуха. Они, как и многие другие профессиональные аниматоры, часто используют зеркала, кривляясь и перерисовывая свои эмоции. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими фотографиями, которые это демонстрируют. Выглядит странно, но именно так были нарисованы известные многим мультипликационные персонажи. Вот такими у нас получились 310 интересных фактов о бизнесе и секретах крупных компаний, которые вы не знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.